Германии я наконец-то обрел то, о чем так мечтал с детства, со школьной скамьи. И я очень благодарен жизни за это. За что именно? Обсудим по дороге на работу. Сегодня я поеду на своем простеньком гравийном велосипеде КТМ. Ну что, поехали вместе? Привет, меня зовут Виктор, мне 39 лет и я уже 5 лет живу в Германии. За свою жизнь я переезжал 8 раз. Я женат, и у меня двое маленьких детей. 2 года я работаю в частной железнодорожной компании в Саксонии. Итак, полшестого утра, вторник, 27 июля. Погода почти идеально подходит для езды на велосипеде. Плюс 13 градусов, ясно. Днем будет плюс 25 и очень солнечно. Поездка обещает быть приятной, как и весь день, собственно говоря. Сразу хочу оговориться, что я не из этих маленьких любителей велосипедизма, которые утверждают, что для них велосипед – это все. И основной транспорт, и лучший способ отдохнуть и развеяться после работы, и заряд бесконечной жизненной энергии, и что и в дождь, и в снег, и в любой мороз на велосипеде можно кататься на ура. И что давно пропали утренние сомнения, и даже не встает вопрос, а подходит ли сегодня погода, и хорошо ли я отдохнул. Нет, я обычный человек, хоть и с необычными взглядами на жизнь и многие вещи. Часто я езжу на велосипеде с удовольствием, но именно на электровелосипеде и именно на работу с утра или после работы, когда нет дождя прямо с порога, так сказать, и температура хотя бы немного выше нуля. А езда на гравийном велосипеде, так это для меня скорее полноценная тренировка на велотренажере, чем просто поездка на работу. Но для того он и был куплен. Я, кстати, с утра почти все время еду в небольшую горку, как и сегодня, с одним серьезным подъемом в конце. Лишь в самом начале поездки, сразу после парка возле дома, я лихо несусь вниз. Но потом, почти 10 километров подряд, идет небольшой набор высоты.
В итоге примерно 100 метров на 10 километров пути. И хоть с детства и до последнего времени я очень много занимался игровыми видами спорта, а именно волейболом и баскетболом, сейчас мне приходится ежедневно заставлять себя потренироваться ну хоть как-нибудь. Но мы сильные, мы справимся. Не сегодня, так завтра. Ну или послезавтра. Ну да ладно, давай ближе к сегодняшней теме. С детства я часто замечаю, насколько сильно я в самых обычных бытовых вещах и повседневных делах не просто игнорирую другие варианты, но и саму возможность или даже необходимость поиска других вариантов. И особенно это глупо выглядит, когда я сильно уверен в правильности своего решения или выбора. Но при этом точно понимаю, что что-то идет не так, что-то не подходит, не получается. Или как в школе или университете. Ответ не сходится, хотя есть решебник. Но просто начать искать другое решение для меня очень сложно. Ведь я же все правильно сделал. Принял корректное решение, все верно посчитал. Конечно, с годами я учусь быстрее распознавать такие глупые, тупиковые ситуации и быстрее на них реагировать. Но тем не менее. Также и мы очень часто слишком сильно уверены в правильности нашей жизни, в том, что все идет своим чередом, все очень даже хорошо. Поэтому мы не даем даже шанса появиться в нашей голове мысли, что стоит поискать другой вариант. Ведь все верно. Неверно. Это надо для начала принять как истину. Все же знают поговорку, что нет предела совершенству. Понимаешь, даже совершенство и то не идеально. Так с чего вдруг мы думаем, что наша жизнь идеально правильная?
Да, устраивает. Да, жить можно. Да, и так сойдет. И каждый раз мы убеждаем себя в этой правильности, как бы заранее репетируя, как мы будем оправдываться перед кем-то другим, кому на нас зачастую совершенно наплевать. Так может и нам нужно на всех них наплевать и задуматься о своем благополучии, так же, как и при выборе нового смартфона. Побольше функций, мегапикселей, гигабайт памяти, скорости процессора. Нам это может и не надо, и пользоваться этими преимуществами мы, возможно, никогда и не будем. А будем и дальше фотографировать своего кота и детей, сидеть в Telegram и WhatsApp и смотреть забавные ролики в интернете. Но само чувство, что у тебя есть возможность чего-то большего, дает приятное ощущение свободы, придает уверенности в себе, делает тебя немножко счастливее, ну или хотя бы немножко более довольным своим выбором. Да, кто-то добровольно делает выбор в пользу слабых, простеньких смартфонов. И я так делал. Но почему? В принципе, раз уж на то пошло, смартфон вообще нам не нужен. Что он делает такого, без чего нельзя жить? Как мы жили еще 20 или 30 лет назад? Как жили наши родители, бабушки, дедушки и так далее? Лично у меня не было достаточно денег, чтобы купить самый дорогой и самый навороченный смартфон. Хотел ли я? Конечно. Но денег катастрофически не хватало. Приходилось постоянно думать о самом насущном, вроде кредитов за квартиру, машину, за коммуналку или еду. С большой осторожностью я вместо накоплений или возможного отпуска баловал себя излишками, вроде новой техники, которая в принципе мне была и не нужна. Но ведь всегда хочется чего-то нового и современного, правда? Наконец-то мы добрались до самого важного. Абсолютно все то же самое должно происходить в нашей голове при выборе места жизни. Если мы знаем о существовании чего-то классного и интересного, то как можно этого не хотеть? Неважно чего. Отпуска на море в Сочи, в Таиланде или Египте, Диснейленда для детей, Италии или Франции для милых дам, японского аниме для подростков, американской или британской музыки, типа рок, рэп, блюз или джаз. Все это ведь очень интересно. Кому что больше нравится, у каждого свои предпочтения.
Если мы все это знаем, то почему мы добровольно от всего этого отказываемся? Кто сказал, что в Швейцарию невозможно попасть? В страну, где вторая самая высокая средняя зарплата в мире. Высочайший уровень безопасности, отличная экология и шикарная природа. Почему нет? Потому что мы, так же как и со смартфонами, убеждаем себя, как бы оправдываясь, что это слишком дорого, что это нам в общем-то и не нужно, и так все хорошо, и так пойдет, да вообще пофигу. Хоть с кирпичом в кармане, лишь бы звонил. Иногда мы сильно упрощаем наши потребности, когда не можем получить всего и сразу. Вот только место жительства меняет нашу жизнь и особенно жизнь наших детей гораздо сильнее, чем новый смартфон меняет нашу жизнь. К этому просто нельзя так же легко относиться. Но мы так делаем, а зря. Да, возможно, мы, взрослые люди, уже не сможем полноценно интегрироваться в другой стране и стать для местных своими. Но наши дети, и уж тем более их дети, смогут, и они как раз-то получат этот высочайший уровень жизни. Это и называется «все для детей». А мы, даже с никудышной интеграцией и плохим знанием языка, тоже получим много преимуществ от другой страны. К примеру, в виде более высокого уровня жизни. Не только зарплаты, но и качество воздуха, продуктов, низкого уровня преступности, ВВП, ИХР, продолжительности жизни, сниженного количества смертей на дорогах, более низкой смертности от болезней и эпидемий, от ВИЧ и рака. Да хотя бы повышенной уверенности в завтрашнем дне. Но что все это значит для обычного человека? Для того, кто так же, как и я, много лет подряд жил от зарплаты до зарплаты. Но также для того, чтобы оплатить маленькую квартиру, кредит за старенькую машину и накопить на новый пуховик на зиму. Для того, для кого не стоит вопрос выбора между Бали и Таиландом в этом году. Для того, кому важнее и ценнее купить продукты по акции, одежду для ребенка, отремонтировать машину своими силами, в идеале оригинальными запчастями, и чтобы с работы не уволили. Все это ненужная ерунда или именно те самые важные факторы при выборе места жизни? Факторы, которые мы стараемся в упор не замечать и годами игнорировать, прячась за обманами, глупостями и едкими шутками, навязанными нам с детства окружающими. Хорошо. Давай я попробую тебя переубедить. Если ты попробуешь задуматься об этом как клиент в магазине, выбирающий новую стиральную машинку.
Смотри, что самое важное в жизни? Лично для меня сама жизнь. Чем больше у нас ее продолжительности, тем лучше. Это же очевидно, не так ли? А для моих детей? Да то же самое. Сама жизнь. Чем дольше мы и наши дети живем, чем меньше шансов умереть раньше времени, тем лучше. Логично и максимально просто, не правда ли? Так же, как и с гарантией на стиральную машинку. Что ты выберешь? 1 год гарантии от сомнительной фирмы, без сервисных центров в твоем городе? Или 3 года гарантии от какого-нибудь Bosch или Siemens, когда есть парочка сервисных центров в округе? Мы же хотим большую продолжительность жизни нашей бытовой техники и уверенность, что в случае чего ее починят, причем хорошо и желательно совершенно бесплатно. На это ведь никто вокруг не будет говорить, что ты предатель. Продался ради рекламы мерзкого Запада и купился на лживые обещания. Скорее наоборот, ты сделал здравый, осознанный выбор и купил качественную технику для жизни. Молодец? Абсолютно то же самое и с местом жизни. Нужно сделать осознанный выбор, как клиент, как привередливые покупатели. Только платим мы за это немного иначе. Цена состоит из разных валют. Не только денег для переезда, но и сил для организации этого переезда. Времени, потраченного на поиск, времени, потраченного на изучение языка, а именно пары дней в неделю на языковые курсы и немалой стоимость этих курсов, которые придется оплатить. Да, это может быть сложно. Порой даже невозможно. Но такова цена этой осознанной покупки. Все просто. Чтобы заплатить, надо сперва заработать. Но что мы получим взамен? Стоит ли оно того? Несомненно, стоит. Помните чудесную фразу, что везде хорошо, где нас нет? Согласно любому рейтингу, любой статистике, любым сравнениям, Россия и Казахстан занимают примерно 100-е место в мире почти по всем показателям. То есть почти половина всех стран в мире немного да лучше. Никто ведь не сравнивает свою страну с Монголией или Сомали. Очевидно, что у нас лучше. Но у 99 стран в мире еще лучше. И это вроде бы очевидно. Но насколько лучше? Естественно, по-разному. Но в итоге все равно лучше. И главный минус любого переезда – другой язык. Вернее, сложность его изучения. А еще нужно адаптироваться и привыкать. А без хорошего языка это еще сложнее. И уже не хочется, правда? Как-то сразу лень, нет времени на все это, да и денег, в общем-то, тоже в обрез. Все это нормально и естественно. Я и сам был такой, да и сейчас не намного лучше. Но что мы получим в итоге? Что будет потом? Через 5, 10, 20, 30 лет? Что получат наши дети, выросшие в другой стране? А что получат их дети?
которые и будут теми самыми местными, которых будет не отличить от коренного населения. Знаешь, я прекрасно понимаю, что рано или поздно мы все умрем, но мы можем дать нашим потомкам что-то большее, чем просто квартиру или дом в наследство. Мы можем дать им спокойную и стабильную жизнь. Ну или как минимум шанс на более спокойную и стабильную жизнь, чем есть у нас сейчас. Поймут ли они это? Скорее всего, нет. Скажут ли они нам за это спасибо? При нашей жизни, скорее всего, тоже нет. Но мы-то с тобой будем знать, как много мы для них сделали. И насколько лучше они будут жить. Жить дольше, лучше. Вот что самое главное в жизни, кто бы что ни говорил. Хоть новый канал на YouTube открывай. ЖДЛ. Жить дольше лучше. Всем добра и до новых поездок. Удачи. Пока-пока.